Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Костем Бондаренко. Сегодня не среда, вы ничего не перепутали. Вторник, прямой эфир, 7 число, Благовещение и куча вестей, только не благих, в нашей повестке дня и в нашем сегодняшнем плане на эфир. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Почти как в песне. Вчера была среда, сегодня понедельник, да? Правда, сегодня не понедельник, а вторник, но это в порядке исключения. Вот. Дальше будем снова встречаться по средам. Да, друзья, поэтому всем большое спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь на Костя Бондаренко, он запускает и запустил уже очередной учебно-познавательный, я бы сказал, курс для людей взрослых и желающих развиваться, поэтому заходите к нему на телеграм-канал, вся информация там, так же, как найти Джокер, все тоже там, Джокер тут, который книга, да, потому что кажется, что сейчас Джокер бит гораздо более крупными картами, хотя вроде как Джокер же самая крупная, а вот и нет. Ситуация складывается очень остро, и сегодня поговорим про Иран, потому что запущен обратный отчет на израильском телевидении уже. 8 часов. 8 часов это по их времени, по их восточному. Короче, 3 часа ночи примерно, вот по плюс-минус этому часовому поясу. И все ждут этого удара. Опрос сегодняшнего эфира мы вот такой предлагаем. Трамп угрожает уничтожением цивилизации этой ночью. А что на самом деле? Варианты ответов. Ядерка, и мир слетает с катушек. Мощный удар некий, и это будет означать, что все затянется очень и очень надолго. Отключит телефон Трамп и поедет в гольф играть. В гольф-клуб. Ну, вот так. Вот никак. Понимаете, стратегическая неопределенность. И четвертый вариант, он даст заднюю, ну, конечно, оправдается победой, о том, что мы всех победили, что все, в общем, он великодушно отсрочит этот очередной дедлайн, хотя вот уже несколько часов назад сказал, нет, все будет в 8 утра. Вообще, конечно, очень странное поведение Трампа, и давайте с него начнем. Как вам кажется, вот этот эпический, да, как бы цугундер, до которого он доводит, это зачем? Мы уже неоднократно говорили о том, что Трамп является человеком, который привык проводить достаточно жесткие переговоры, который привык иногда блефовать, иногда завышать планку, иногда угрожать, шантажировать и так далее, но добиваться своего. То есть на этом базировалась вся его бизнес-стратегия на протяжении десятилетий. И сейчас он переносит свои навыки, знания, умения в политическую сферу. Вот. То есть он воспринимает мировую политику как собственный бизнес и подходит к мировой политике как с теми же мерками, с которыми подходил к собственному бизнесу. Ну, то есть вы ничего не ожидаете этой ночью? Нет, я понимаю, что от Трампа можно ждать чего угодно. Вообще и ситуация балансирует сейчас, но я не верю в ядерный удар, потому что ядерный удар запустит такую цепную реакцию в мире, мировой политике, что мало не покажется. И когда Трамп говорит про иранскую цивилизацию, персидскую цивилизацию с намеком, то как бы следом за этим не пошла серия действий разных государств, вот, которая приведет вообще к уничтожению человеческой цивилизации. Ну, у Ирана, конечно, много оружия, но вроде как того самого да и нет, наверное. В том-то и дело. Но дело в том, что здесь же речь идет не об ответе со стороны Ирана, там, симметричном ответе. Ядерный удар, Иран тоже применил ядерное оружие там, и так далее. Понятное дело, что это не об этом речь. Речь может пойти о том, что будет создан прецедент, который может использоваться другими государствами. И здесь, если уже говорить, например, про Россию, сразу же там возникает вопрос, что вот Россия, так и Медведев, и Караганов, и огромное количество депутатов в Российской Думе, а в последнее время вот такой бизнесмен, как Малафеев, все начинают говорить о применении ядерного оружия России. При этом ядерного оружия не по Украине, а намекают о том, что необходимо его применить по тем, кто стоят за Украиной.
Вот, что необходимо ударить. Вот Караганов пару месяцев назад вот писал откровенно, что вот если наносить удар, то желательно по Германии, например, там, и другие там государства он перечислял. Вот, ну, понимаем, что если будет создан прецедент, вот, впервые с 1945 года, то этот прецедент будет иметь очень далеко, ну, просто далеко идущие последствия. Ну, действительно, мир на пороховой бочке. Но, смотрите, с рынками как-то так вот все плюс-минус нормально. Ну, как, понятно, что Ну, я бы целый не месяц... сказал, Не, ну целый плюс-минус. месяц, подождите, целый месяц шатает, конечно, это ясно, и Трамп на нем там играет, но вот именно я бы имею в виду этот ультиматум, вот этот, который сотрет цивилизацию Ирана. А, Поэтому есть, и причем Wall Street Journal пишет, общается там с чиновниками, это для того, чтобы Трампу показаться, успокаивают они немного. И вообще есть много таких разведпризнаков, что это все это большая игра, большой блеф, а на утро все проснутся, обернутся, скажут, ой, а что это было? Да ничего, Трамп в очередной раз победил. Мы все на это надеемся. Мы все на это надеемся, но какой-то процент вероятности того, что вдруг Трамп встанет и скажет, что плохо сегодня сыграл в гольф, давайте запускаем вот, очередные ракеты уже с ядерными боеголовками по Ирану. Нет, понятное дело, что я в этой ситуации все-таки верю в то, что восторжествует разум. Много есть моментов, которые показывают, что Соединенные Штаты сейчас не готовы и не собираются начинать какие-то боевые действия с применением конвенционного оружия. Вы имеете в виду наземные? Да. Нет, я имею в виду с применением ядерных боеголовок, ядерного оружия, Ага. То есть не, тех, которые попадают под конвенцию. неконвенционального, пойму, я понял. Просто смотрите, какая штука. Все же говорили о том, что будет вот-вот-вот-вот наземная операция, и на нее обязательно сподобится Трамп. Вместо этого, там, пару часов назад произошел удар по острову Харк. В общем, ответ Ирана был незамедлителен. Он говорит о том, что, в общем-то, мы теперь, если вы там совершите и будете дальше нас выключать от энергетики, по этому объекту они совершили удар, то боевые действия за пределы Ближнего Востока перенесутся. Плюс хуситы перекроют свой пролив на Красном море. И, в общем, тогда в таком случае вроде как все будет конвенционально, но это будет, конечно, тяжелейшая история. Насколько Да, это... Насколько мир готов к вот этому потрясению, еще и такому? Смотрите, мы с вами уже говорили, когда только начинались боевые действия против Ирана, мы говорили о том, что достаточно перекрыть Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы для того, чтобы фактически парализовать 60-70% рынка нефти, нефтепродуктов в мире. Это, да. И угрозы, что йеменские хуситы смогут активизироваться, вот, они тоже появляются не на голом месте. Тем более, что хуситы уже тоже делали подобного рода заявления. Что касается нового заявления, которое сделано Ираном по поводу расширения, возможного расширения своих ударов и на другие государства, сегодня у меня был разговор с одной журналисткой из Азербайджана. Там очень обеспокоены, например, тем, что, извините, в последнее время Азербайджан четко следовал определенным американским пожеланиям. Вот и там опасаются тоже. Опасаются и в других странах. Так что я думаю, что что в данной ситуации это определенное предупреждение, что мы будем бить не только по американским объектам, но и по тем, кто поддерживает американскую политику. А кто поддерживает американскую политику, это уже мы будем решать. Очень интересно, что Израиль демонстрирует сейчас. Ну, во-первых, собственно, Израиль атаковал 8 мостов сегодня. Он, в принципе, так и заявил. Вот это вот на кадрах один из этих мостов. Они представили там у себя карту, что вот они 8 этих объектов. Они поражены, мол, перебрасывается техника, все дела. То есть, ну, такой достаточно существенный удар.
Причем интересно, что это произошло, я так понимаю, раньше, до того, как массовые такие были акции на мостах и везде, да? Да. Собственно, возле электростанций. Все сначала восприняли это как шутку, что давайте живой щит, а люди прям пошли с флагами, стоят, там стояли на мостах, везде, то есть это прям тоже что-то интересное. Тот же Израиль влупил, кроме всего прочего, еще и по синагоге в Тегеране. Это очень примечательный момент, все обратили на него внимание, потому что ну давайте так, вроде как синагогу старейшую разрушили в Тегеране, это абсолютно не цель Израиля, они же вроде как тоже религиозные товарищи, но в общем война как бы перестает быть вот той, которая была раньше. И все удивились, подождите, а что в Иране делают синагоги? Да, представляете, в Иране можно, и там и христиане есть, и иудеи, там всех хватает, и там абсолютно, скажем так, можно быть прихожанином той или иной церкви, той или иной конфессии, собственно, быть последователем. Израиль ждет это, как, я не знаю, как Новый год. На телевидении запускают таймер, но Израиль же первый пострадает. Сообщения были во время нашего эфира, что сейчас воздушная тревога в районе ядерного центра, эпицентра, да, скажем так, и вот туда вроде как полетело. Что, вот как если с глазами Израиля на это посмотреть, что бы вы сказали? Израиль дальше продолжает свою политику, остается верным своей политике. И, соответственно, ничего нового, ничего, скажем, абсолютно того, чего не было еще в тактике и в стратегии Израиля, сейчас не проявляется. Вот. Поэтому, ну, я не вижу тут какого-то повода для особого комментария, потому что реально Израиль демонстрирует, что будет либо по его, вот именно будет его позиция учтена, либо же Израиль будет предпринимать определенные действия, Откуда которые... это? Ну вот откуда это? Смотрите, Такер Карлсон Да. разрывает просто сейчас американские ресурсы, сети, говорит, Израиль крутит Америкой. Пригвоздили туда Чарли Кёрка, убийство его. Дальше. Такер Карлсон выходит, говорит, елки-палки, Трамп говорит там, Аллах туда-сюда, он обижает христиан. То есть религиозная история. Мы не теократия, мы не соревнуемся, кто круче, там, одна теократия американская или теократия иранская. Такер Карлсон вообще говорит, ядерное оружие он применит, заберите у него коды, ну, имеется в виду красную кнопку у Трампа, он безумец. То есть мы понимаем, что идет удар оттуда, кто был своим. А параллельно с этим демократы тут активизировались и говорят, а давайте тут поправка там есть 25-я, а давайте, в общем, импичмент Трампу. Сейчас, если он сделает этот шаг по уничтожению иранской цивилизации, он просто перечеркнет себя, потому что бьют и свои, и друзья, и враги, а Израиль только потирает руки. Да, Такер Карлсон никогда не был человеком Трампа. Такер Карлсон всегда был ближе к Джей Ди Венсу. Вот. Ну, так считалось, по крайней мере. Что касается его демаршев в последнее время, они в том числе отражают и очень многие настроения, которые существуют, в том числе в окружении Трампа. Вот. В окружении Трампа вот я общаюсь с целым рядом американских экспертов, вот. Причем не просто там, скажем, выпускниками там, факультетов политологии, а с людьми, которые занимали определенные должности, высокие должности в прежних администрациях. Они прямо говорят о том, что ситуация вокруг Ирана вбила клин между некогда достаточно тесно сотрудничающими группами, группой МАГА и группой семьи Трампа. Известно, что серьезное влияние на семью Трампа имеет Джаред Кушнер. Через Джареда Кушнера лоббируют в том числе Израиль, и еврейские круги лоббируют определенные интересы, вот, политические интересы.
И это очень не нравится тому же Джей Ди Венсу. И вот эта версия про 25-ю поправку, а 25-я поправка, она была принята после убийства Кеннеди, и она регламентирует фактически то, как должна быть передана власть от президента, которого признают, либо он сам признает себя недееспособным, либо же он признается 2/3 Конгресса США таковым, как передается власть, это именно об этом 25-я поправка. И именно поэтому начали говорить про Джей Ди Венса как преемника. Но есть одно но. В среде конгрессменов американских очень многие считают, что Джей Ди Венс это, возможно, еще хуже будет, чем Трамп. Вот. Трамп такой экстравагантный и так далее, но при этом все понимают, что Трамп в 90% случаев пугает и только в 10 случаях предпринимает определенные действия. Джей Ди Венс принадлежит к определенной группе, которая исповедует, я не буду останавливаться на этой философии, я думаю, каждый зритель может сам погуглить и посмотреть, что это такое, так называемое темное просвещение. О, боже. Это течение Кертиса Ярвина, такого популярного. Масоны какие-то? Нет, ни в коем случае. Просто вот определенное течение, крайне правое течение в американской общественной мысли, которое стало идеологией вот этого движения МАГА для многих, там, значит, и многие его как раз сегодня продвигают это течение, и тот же Джей Ди Венс очень близок, и тот же Илон Маск, и тот же Питер Тиль, очень, очень популярное течение сегодня. Вот. И особенно американские демократы на каждом углу кричат, так это же неофашизм фактически. Вот, темное просвещение, вот вы почитайте, что это такое. Так там же, если вот посмотреть, это же тот же фашизм. И поэтому Джей Ди Венса тоже очень многие боятся. Вот, поэтому, когда говорят про 25-ю поправку, сразу же думают, так, хорошо, а кто же тогда, кому же переходит власть в таком случае? А может, лучше подождать? Константин Петрович, ну прям великолепный визит у вышеупомянутого Венса состоялся сегодня в Венгрию. Он запись речи Трампа включал на телефоне, говорит, я люблю Венгрию, люблю венгров, вот как хорошо. И люблю Виктора Орбана. Виктора люблю, всех люблю, то есть там потрясающий просто человек. Короче, классная предвыборная история. Ну, вы тоже много раз участвовали в предвыборных кампаниях, ну, я имею в виду как профессионал, да, вот как по долгу службы. Вы знаете, что вот прям с языка снимают, когда говорят, там, это все равно, что приехала не просто топ-звезда, топ-эшелона поддержать кандидата, а прям, я не знаю, ну, практически второй после Бога, понимаете? И вот такие речи, и, в общем, Америка с Венгрией, Орбан, такой молодец, классная там на самом деле картинка, но в этом картинке очень два таких было неприятных эпизода по Украине. Во-первых, выборы вмешиваются украинцы и в американские, и в венгерские. Ну, а во-вторых, по нефтепродуктам, по блокаде, по, скажем так, ну, Константин Петрович, мы пока никак не реагируем. Все просто, наверное, ждут таймер Ирана, когда там будет чего не будет, но тут же нужно как бы включаться в эту игру, иначе зачем тогда были все эти сливы? То с Путиным понятное дело, что в данной ситуации промышку или а то еще что-то, да. Знаете, как в клубе знатоков, отвечать будет Владимир Зеленский. Так, вот приблизительно так будет. До того, как определится Зеленский, до тех пор, пока Дмитрий Литвин не напишет ему речь, ну вот, понятное дело, никто не будет комментировать заявление Венса. Вот. Что касается заявлений, ну, извините, пожалуйста, но когда Венс говорит о нефтепродуктах, о нефтепроводе «Дружба» и так далее, он что, не прав? Прав. Ну, в том-то и дело. Вот. Когда Венс говорит о вмешательстве Украины в выборы, он что, не прав? Вот, ну, были и доказательства и все прочее. Так, вот, да и Украина не особо стесняется в этой ситуации, демонстрируя, на чьей стороне Украина. Украинская карта очень активно разыгрывается в кампании партии Фидesz
в 26 году. Вот. Никогда еще так украинская карта не разыгрывалась в Венгрии. Вот. Орбан и его сторонники сравнивают своего ближайшего оппонента Петра Матера с Зеленским, проводят параллели. Вся Венгрия, ну я видел только в Будапеште, но этого достаточно, заклеена плакатами с изображением Зеленского. Вот, либо Зеленский на синем фоне с таким оскалом и подпись «Не дадим Зеленскому смеяться последним», либо же там три головы: голова Петра Мадера, Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен, вот, как угроза, которая нависла сегодня над Венгрией. То есть Зеленский в данной ситуации там является именем нарицательным в Венгрии, в этой кампании. Вот, но опять же, Мадер до поры до времени, вот, он не скрывал того, что он во многом косплеит вот, Зеленского. Во многом. Вот. Что касается этой кампании. Эта кампания, вот, в этом году будет две кампании фактически избирательные, которые выходят далеко за рамки национальных выборов. Вот, которые будут иметь влияние на более широкую аудиторию, чем исключительно только в рамках страны проведения выборов. Первое – это выборы в Венгрии, парламентские выборы. Второе – это выборы, промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Почему? На Орбана делает ставку не столько Кремль, как у нас пытаются говорить наши пропагандисты. На Орбана делает ставку Трамп. Более того, Трамп требует фактически от своих союзников, вот, чтобы они определились, они за Орбана или против Орбана. И сегодня Джей Ди Венс не случайно сказал, что вмешательство во внутренние дела Венгрии оказывает брюссельская бюрократия. Он мог бы пойти дальше и сказать о том, что вмешиваются в эти выборы точно так же и разного рода транснациональные корпорации. Посмотрите на списки команды Мадера. Вот, там люди, которые работали в Британии, работали в ExxonMobil и в прочих структурах. Вот, тоже однофамилица Виктора Орбана, которую уже номинировали на будущего министра иностранных дел, капитан, ставленник как раз ExxonMobil и так далее. То есть там очевидно, кто стоит за попытками заместить партию Фидес партией ТИСа во главе с Мадером. И Трамп очень не хотел бы допустить того, чтобы вот эта брюссельская бюрократия совместно с транснациональными корпорациями победила на этих выборах. Вот. Поражение Орбана будет означать поражение Трампа. Вот почему эти выборы будут очень важны. И, скорее всего, Соединенные Штаты, если они увидят, что выборы не в пользу Орбана, они попросту заявят о непризнании этих выборов. О том, что выборы прошли с максимумом нарушений, о том, что были фальсификации, было вмешательство в выборы. И после этого Соединенные Штаты будут требовать от своих союзников и сателлитов, чтобы они тоже не признавали эти выборы. А это кто? Фица? Ну, смотрите, нет, ну Фица, это понятно, он союзник не столько Трампа, сколько союзник Орбана. Вот, но вы же видите, что призвал поддержать Орбана и поддержал Орбана, например, тоже Нетаньяху. Вот. Я думаю, что будет очень много других еще политиков, которые тоже будут занимать такую же позицию. Что касается ситуации, которая сложилась вокруг Венгрии, очень много мифов сейчас вокруг Венгрии. Например, распространенный миф, что там работают российские технологи и так далее. Вот я спрашивал у венгерских коллег, они говорят, российские технологи предлагали себя, но с ними решили не сотрудничать. Вот. Опять же, что Кириенко курирует эту компанию, тоже говорят, что его там нет, но зато там есть большое количество американских технологов, так мне тоже говорят, которые работают. И сейчас ситуация может качнуться следующим образом. С одной стороны, может быть непризнание Соединенными Штатами и их союзниками результата выборов, если побеждает партия ТИСа,
и Петр Мадер. И, может быть, Майдан, финансируемый западными структурами, За европейскими Орбана структурами. Майдан. Нет, за Мадера в случае, если Мадер Мгм. проиграет А за выборы. Орбана Майдан не рассматривается. Ну, я думаю, что, знаете, Майдан обычно организовывают оппозиционные силы, которые начинают кричать, что у нас украли победу. Традиционная для Беларуси, для Украины, для прочих. Подождите, так а если у власти украли победу, то они не кричат, уходят молча? Очень сложно власти призывать людей. Знаете, вот все технологии цветных революций построены на том, что они направлены именно против действующей власти. Вот. Хорошо, но Да, какая... кстати, еще один момент, только я скажу. Помните, где-то месяц назад была ситуация с украинскими инкассаторскими автомобилями, которые перевозили деньги. Так вот, в Венгрии очень многие уверены, и это на официальном уровне уже были подобного рода заявления и намеки, что эти деньги, которые везли, они предназначались не для перевозки из Австрии в Украину, они предназначались для перевозки именно для оппозиции. Что таким образом производилось финансирование оппозиции. Акцент делается на том, что автомобиль свернул с курса указанного. Поехал не в сторону Украины, а поехал южнее. Нет, смотрите, это все очень замечательно и интересно, но какие последствия для Украины будут иметь заявление Венса? Вообще Венс, он Все в выправляет. совокупности. Смотрите, все в совокупности. Зеленский отказывается подчиняться требованиям, которые ему диктуют Уитков и Кушнер. Зеленский рассматривается как определенная сила, которая противостоит интересам Соединенных Штатов Венгрии. Зеленский рассматривается как коррупционер с точки зрения Соединенных Штатов, который создал коррупционную вертикаль и наживается на войне и так далее, так считают. Зеленский рассматривается как элемент такой системы антитрамповской коалиции, так скажем, которая формируется в Европе. Все это в совокупности может привести к тому, что Трамп скажет, я закончил войну в Иране, знаете, тут есть козлы, которые мешают нам жить, как говорил другой политический деятель. И это не боже, простите, пожалуйста, мы в прямом эфире. Зеленский 5 минут назад вышел. Украинские военные участвуют в консультациях по вопросу дальнейшего функционирования Ормузского пролива. Говорит, что украинские дипломаты тоже получили от стран Азии запросы об усилении безопасности. Продолжается работа на уровне МИД, других министерств по этому вопросу. Он отметил, что ближайшие недели будут посвящены работе с партнерами в Европе, совместному производству модернизации обороны, финансированию, координацию действий в сфере безопасности, что, собственно, мы наблюдаем в Усть-Луге вот уже который раз. Причем вчера же четко, официально, тут многие посмеялись о том, что Захарова официально, как спикер МИД, в общем, пальчиком погрозила прибалтийским соседям, но это ведь очень нужный шаг, потому что, то есть, это предупреждение. Кто-то говорит, да нет, послов не вызвали, успокойтесь, это все так, это все в пустоту, это так лишь бы было. Но, простите, Зеленский будет дальше этим заниматься. А Европа и НАТО, это в том числе и Венгрия, которая блокирует денежку. Да, это правда. Смотрите, понятно любому, кто смотрит на карту, и кто понимает ситуацию, что беспилотники, которые были направлены в сторону Санкт-Петербурга, которые были направлены в Усть-Лугу, что они запускались не с территории Украины. Они не летели через Беларусь, через Литву, Латвию, Эстонию и так далее. Точно так же, как не летели через Беларусь, Псковскую область или Вологодскую и так далее. То есть они запускались с Балтийского моря по согласованию с определенными государствами, которые находятся в акватории Балтийского моря. И поэтому Россия предупредила эти государства, что она будет рассматривать их как соучастников. Да, беспилотники украинские, но откуда, кто помогал, кто обеспечивал навигацию и все прочее, этот вопрос Россия поднимает.
и задает его. Вот. Так что можно сколько угодно шутить, говорить о том, что вот там Захарова перегнула палку или же Захарова выглядит смешно, но, знаете, я думаю, что опять же будет действовать определенный кумулятивный эффект в этом. Так, ну, смотрите, по поводу вообще происходящего на фоне отсутствия вот этих денег и финансов со стороны Зеленского, это определенный наезд на депутатов внутри, и они сегодня хоть и не все, но там частично кое-что приняли. А приняли ни много ни мало. Это законодательство, которое позволяет за малейший долг замораживать счета и накладывать арест на собственность, вносить в реестр должников, и продление военного сбора 5% на 3 года после войны. Константин Петрович, ну все, можно заканчивать войну. Еще 3 года эти сборы будут. Все уже как бы толку. Ну, Зеленский вообще-то нацелен на то, чтобы 3 года воевать, а потом еще 3 года после этого взимать военный сбор. Вот. Если не будет продлено военное положение, и если Верховная Рада не примет решение, что военный сбор будет взиматься еще лет 10, 15, 20. Вот, да. Сегодня Элла Марленовна Либанова, профессор, сказала о том, что украинцы могут в будущем работать и до 70, до 90 лет. Я думаю, что она имела в виду в том числе и Зеленского, который может работать на должности президента до 90 лет, а может и до 100. Вот, без всяких выборов, без всяких перевыборов, без всего прочего, просто работать. Вот, и продлевать военное положение, и продлевать разного рода вот эти новшества и издевательства над украинским народом тоже. Понятно, что Зеленский, собственно, ну вот так, когда себя ведет, но непонятно, ну, он затягивает процесс, но зачем он зовет Кушнера и Уиткофа после А Пасхи? он не зовет. А он не зовет, они сами едут. Но надо же сказать, что мы же их позвали. Так, а с Вот. На этого самом места деле, поподробнее. да. Дело в том, что вот чуть больше, чем неделю назад из Вашингтона вернулась украинская делегация, вот, которая встречалась и с Уиткофом, и Кушнером, и с прочими людьми. Более того, были устроены потом еще и видеоконференции. Там, вот. И в Украину сейчас уже следом за, как бы в продолжение этого разговора, вот как сказали, что після свят, вот, приезжают как раз представители американской стороны. Для того, чтобы разработать все-таки и услышать от Зеленского, то лично от Зеленского уже нет Буданова услышать, вот выведет он войска из Донбасса или не выведет. Так, елки-палки, Потому что Уитков, подождите, один вопрос, и вот это вот такая нет, тягомотина. это не один вопрос. Потому что за этим вопросом следует большое количество других вопросов. Зеленский сказал, мы должны же каким-то образом это объяснить своим гражданам. Граждане не поймут. Поэтому нужны какие-то гарантии безопасности для Украины. Вот, серьезные, железобетонные гарантии безопасности. Вот они приедут обсуждать и гарантии безопасности в том числе. Вот, тем более, что Зеленскому уже сказали, что предложение, которое прозвучало со стороны России, со стороны Путина, в том числе в Анкоридже, будет действовать только до конца мая. Вот потом Путин поднимает ставки, он повышает планку. Он уже будет претендовать уже в этой войне не только на вот этот кусочек Донецкой области. Вот. Луганск уже взяли полностью. Вот, кусочек Донецкой области, там 13%, да, там с городами там, Краматорском, Славянском, там, Душков, Константиновка и так далее. Вот. А будет претендовать еще как минимум на Харьков, на Днепр, на Херсон, Запорожье, Николаев, Одессу, отрезая Украину от Черного моря. И когда у нас многие говорят, да что он там, он показывает, что он там за 4 года взял там небольшой кусок территории, вот вторая армия в мире оказалась не такой уж второй. Вот, в Соединенных Штатах почему-то к этому относятся крайне серьезно и крайне настороженно относятся, в отличие от украинских. Интересно, почему? Я думаю, что Соединенные Штаты что-то знают больше, чем Зеленский.
Просто получается очень странная картина. Зеленский, собственно, не хочет двигаться по этому пути. Он говорит, что не отдадим, ничего не отдадим, никаких, в общем, не будет вариантов и переговоров. Но его по этому пути как вагонетку вот это толкают, да, толкают вперед, вперед и вверх. У меня вот такой вопрос. То, что сейчас происходит в мобилизационном кейсе, как это модно выражаться, а по сути это полная вакханалия в заявлениях. Есть реальная раскачка по украинским медиа о том, что давайте позволим стрелять ТЦКшникам. Рахамия говорит, мы сейчас всех отпустим, из розыска уберем, а потом будем, так сказать, к каждому приходить, чуть ли не по хатам. И на это он отводит там тоже около 2 месяцев. Я так понимаю, что это как раз-таки вот эта вся история, вот ультиматум закончится, Россия выкатит новые условия, и будет, ну, условно, федоровская мобилизация теперь. А какой она будет? Да, это как один из вариантов. Так вот, я, прежде чем перейти к вопросу мобилизации, я снова вернусь к вопросу Венгрии. Вот. Почему именно после 12 числа вот решили встретиться? Угу. Зеленский будет смотреть, опять же, на результаты выборов в Венгрии. Если он увидит, что Трампу удалось продавить европейцев, Трампу удалось нагнуть европейцев и оставить Орбана во главе Венгрии, вот, это будет одно поведение Зеленского. Если он увидит, что Трампа просто кинули, что Трампа поставили ни во что европейские коллеги, и что они поставили вместо Орбана, сделали ставку на того же Мадера и по принципу «Трамп нам не указ», он тоже будет действовать соответствующим образом. Потому что для него очень важно определяться, с кем он будет в дальнейшем. Европейцы вроде бы требуют войны, не вроде бы, а точно требуют от Украины воевать, но они не могут решить вопрос с 90 миллиардами, чтобы заплатить за эту войну. Вот. Трамп требует от Украины прекратить войну, вот. При этом он готов за это как бы предоставить какой-то пакет, который касается мер безопасности, и готов даже какой-то копейкой там простимулировать. Но для этого необходимо Зеленскому пойти на непопулярные действия. Зеленский одним махом теряет друзей в лице, друзей, я в кавычках как раз говорю, потому что они друзья до поры до времени, вот, в виде Макрона, в виде Мерца и прочих, которые начнут там роптать. Вот. Но это не значит, что Зеленский приобретет друга в виде Трампа, пойдя на все эти условия. Но определяться каким-то образом будет необходимо. Так, приходит новость о том, что Венс, понятно, да, то есть он отреагировал на вот эти все призывы, сейчас же разгоняют и Такер, и все, ну, многие пишут о том, что Америка собирается ядерку применить. Значит, Белый дом отозвался об авторах поста о якобы планах США применить ядерное оружие в Иране следующим образом. Вы совершенные клоуны. Все. Ну и там новость про Венса, поэтому Венс тоже как бы говорит о том, что мы будем надеяться, что в последний момент все разрешится, поэтому наблюдаем, конечно, за этой историей, но вернемся в Украину. Каждый клоун мечтает стать совершенным. Ну, смотрите, я думаю, что Зеленский — это прообраз нашего совершенного представителя профессии. Помните, Зеленская давала интервью, супруга его говорит, клоун — это надо уважать, это профессия. Конечно. Это да. Прям, поэтому я не обижаюсь, когда так говорят и называют. На самом деле нет, это даже не профессия, это искусство, по большому счету. Надо это искусство. Если действительно клоун занимается клоунадой на арене цирка или на сцене, а не в государственных институтах. Сегодня очень тяжелый день с точки зрения ударов. Люди, которые наблюдают и следят за этими... Ну, вообще, я понимаю тех людей, которые просто пролистывают все эти новости, где бы они их там не находили, потому что каждый день прилет, каждый день жертвы, каждый день траур, горе в семьях, разрушенные дома, каждый день какая-то вот беда, понимаете? Вот какая-то беда. Сегодня очень такая
странная ситуация произошла в Никополе. В чем странность? Значит, буквально 2 дня назад, я у себя в телеграм-канале об этом тоже сообщал, показали, что город усеяли с дронов, а это как бы через речку, через, в общем, Энергодар, то есть это нос к носу. Усеяли листовками с российской стороны, что люди, не перемещайтесь, побудьте дома, потому что там даже легковой транспорт будет. Короче, все просто покрывается дронами, все в этом Никополе. Еще и листовки разбросали. Проходит пару дней, буквально 2 дня. Сегодня такая жуткая трагедия, прилет по маршрутному такси. Погибли там 4, по-моему, было 3, стало 4, в общем, много раненых, погибшие люди, понимаете? Но там в чем смысл? Почему я сюда прикручиваю эту листовку? Потому что подобное было всегда. Вот в Херсоне тоже прилеты серьезные, тоже погибшие люди. Сейчас все разглагольствуют на тему украденного купола, да? О том, что тут херсонская власть четко говорит, у нас купол, там какие-то лазерные лучи перерезают дроны на FPV, на леске, ну, там вот эти все рассказы рассказывают. Да, ну лазерные, кто его знает, какие они, купол над Херсоном. Это параллели с Паустовским. Понимаете, мышь не проскочит, Константин Петрович, все говорят вот нормально, и Херсон такая трагедия, Никополь, вот пожалуйста. Но вот эта листовка у меня не выходит из головы ровно почему. Потому что местная власть, та, которая заверяет, что у нас все схвачено, она говорит, не обращайте внимания, выбросьте, это все какая-то история, это пропаганда. Нет, зачастую во время войны это и есть боевая пропаганда, боевые листки, агитбомбы, это давно всем известно. Но там было четко прописано о наступлении и форсировании Днепра. Что вы думаете в контексте вот этих военных событий? Ну, я еще тут не беру удары там по тепловозам, Черниговская область просто выносится вся там. Потом сегодня ударили по Прилуке, мэрия, Новгород-Северский, налоговая. То есть центры принятия решений, так на секундочку. Что вы думаете о перспективах российского наступления? Каким оно может быть, если так оценивать? Обычно наступление не анонсируется. Обычно не предупреждают людей, что завтра с 6 до 7 условно сидите дома, потому что будет высадка десанта в районе вашей квартиры. То есть это понятное дело, что если подобного рода листовки забрасываются, то они забрасываются не с целью уведомить граждан, что вот точно ждите, что будет форсирование Днепра и высадка. То, что готовится, возможно, наступление, возможно, какие-то удары, форсирование и так далее, я в это охотно верю. Вот. Но то, что оно анонсируется через листовки, это, мне кажется, нонсенс. Фронт оживает сейчас, как вы оцените? Специалисты, которым я доверяю, они, военные, говорят о том, что они вот именно сейчас в районе Пасхи ждут усиления боевых действий, оживления фронта. Как они говорили еще раньше, еще недели 2-3 назад, они и российская сторона, и украинская сторона ждут так называемой зеленки, когда посадки, леса покроются зеленой листвой, что немаловажно. Не решающий фактор, но немаловажный фактор при планировании тех или иных операций. Константин Петрович, появляется очень интересная публикация, это в контексте уже каких-то решений по российско-украинскому вопросу. Очень интересный материал в Foreign Affairs. Там они рассуждают, конечно, об Иране, конечно, они о Персидском заливе, но уделяется в колонке мнение, это Уолтер Рассел Мид, да, это обозреватель Wall Street Journal, значит, свою колонку публикует. Интересный момент. В общем, любые переговоры в затяжных конфликтах упираются не столько в параметры сделки, сколько в фундаментальное недоверие сторон.
Политическая теория называется это «проблема достоверного обязательства». И вот Foreign Affairs критикует подход, при котором урегулирование войны – это типа «отдайте Донбасс в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада». По мнению авторов, эта модель зашла в тупик, потому что переоценивает значимость территориального фактора для России и недооценивает ограниченность внешних гарантий для Украины. В результате переговорный процесс сконструирован вокруг предпосылок, которые не разделяются обеими сторонами. Ну и, в общем, ключевой аргумент в том заключается, что безопасность, а не территория, в общем, является центральной категорией конфликта. Так что получается, война за безопасность? То есть пчелы против меда, да? Мы неоднократно говорили и о кризисе доверия, взаимном кризисе доверия на протяжении всей войны. Вот постоянно мы с вами говорим об этом. Второй момент – это то, что действительно война в данной ситуации не за территорией. Кто-то считает, что Путину нужны там 25 новых субъектов федерации или же там новый федеральный округ в виде Украины. Но на самом деле никогда, нигде Россия не поднимала этот вопрос. Вот. Даже если те, кто считают, что это по умолчанию так, но извините, пожалуйста, но это не похоже на подобного рода войну. Путин, я на протяжении всей войны тоже об этом говорю, и я убежден, что для Путина самое главное – это не присоединение там, Краматорска и Славянска, вот, а для Путина очень важно доказать Европе свое превосходство и то, что Европа была не права на протяжении последних, не только Европа, Запад, вот, был неправ. Вот. Более того, я скажу еще больше, что это война, в которой главным призом будет не Украина. Главным призом будет Европа. Европа будет призом, которым будут делить Соединенные Штаты и Россия в будущем, если только они добьются своих поставленных целей. Ну, добьются опять-таки через мучения и страдания людей. Да. Каждая война – это мучение и страдания людей. Но дело в том, что для политиков вот мучение и страдания людей – это все лирика. В подтверждении... Политики мыслят большими цифрами, большими категориями, большими территориями и так далее. А то, что где-то кто-то погиб, кто-то остался сиротой, кто-то остался инвалидом, на это, извините, пожалуйста, от этого у политика, вот, который стоит во главе того или иного государства, от этого у него не ухудшится сон, от этого у него не ухудшится аппетит. Но тут же еще есть противоречие идеологическое по поводу... Мы сейчас вернемся к России, там, Украине, цене, да, но мне просто вот очень интересно. Сегодня сенаторы разговорились. Вот один из них, Майкл Ли, он говорит о том, что мы, Америка в смысле, тратим $300 миллиардов в год на защиту Европы. Это позволяет Европе легко финансировать социализм. Когда Европа отказывается поддерживать США, приходит время выйти из НАТО. Во-первых, о социализме, что вы думаете в Европе? Да, Европа балансирует между социализмом и попытками отойти от социального государства как такового. Да, как Мерц говорил. Да, в 2013 году король Нидерландов Вильям Александр заявил о том, вот он в своей тронной речи заявил о том, что уже наступил конец социального государства, социальное государство умерло. Все, забыли о социальном государстве. На сегодняшний день, правда, скажем так, чисто социалистических государств в Европе осталось только одно – Беларусь. Вот, будем говорить так откровенно. Что касается, где действительно соблюдаются все социальные гарантии, права и так далее, социальные свободы, но нам почему-то, не нам вот конкретно, а многим почему-то не нравится пример Беларуси. Говорят, что вот диктатура и так далее. Остальные государства, они как-то половинчато так подходят. Вот здесь у нас социализм, а здесь у нас дикий капитализм. Вот в плане собрать побольше налогов, ввести налог на богатство, не дать возможности перейти
человек, который занимается бизнесом за определенную черту. Если ты зарабатываешь там больше 50 тысяч евро в месяц, то ты должен платить 50% налога, вот, и так далее. Такие вот моменты, которые ограничивают возможности. Вот, потом перераспределение этих налогов в пользу там, бедных, беженцев так, и прочих. Вместо того, чтобы стимулировать частную инициативу. Все это как бы осталось. Но с другой стороны, вот, государство отходит, все больше и больше отходит в практике своей именно от основ социализма, даже в грамшанском его виде. Так что, уходить из НАТО по этому поводу и 300 Нет. миллиардов сэкономить? Нет, выходить это на самом деле то, что вот в данной ситуации, как говорят поляки, соперник до ветрака, вот, что имеет что общего у пряника и ветряка, да, вот, это попросту уже попытки там связать несвязуемые. Соединенные Штаты действительно берут курс на выход из НАТО. Соединенные Штаты действительно рассматривают этот выход. Более того, накануне Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, вот мое общение там с целым рядом политиков, вот, не первого ранга, но все равно, оно показывало, что они говорили все, вот увидите, вот в 26 году Соединенные Штаты точно поднимут вопрос вот, о том, что необходимо выходить из НАТО, что необходимо, чтобы НАТО вообще прекратило свое существование, либо же осталось без Соединенных Штатов. Так они знали, что... Подождите, они знали, что Трамп нападет на Иран? Получается. Нет, они знали, что Трамп будет идти по этому пути. Когда Трамп начал критиковать все институты и структуры, которые были созданы после Второй мировой войны, когда он их начал попросту, начал относиться к ним с большой долей нигилизма, к этим структурам, ООН начал критиковать те другие структуры. Потом, когда все увидели абсолютную недееспособность ОБСЕ как структуры и так далее, вот, поняли, что очередь за НАТО. Тем более, что Трамп еще во время своей первой каденции пытался заставить государства-члены НАТО, европейских членов НАТО, вот, платить за себя самих. Что, мол, Константин Петрович, получается такая странная логика, что если одна из задач Российской Федерации, почему она пошла на открытую, я имею в виду открытую форму войны против Украины, СВО, да, это чтобы Украина не вступила в НАТО, получается, что она достигается таким парадоксальным образом. Парадоксальным образом? Да, поэтому и очень популярной среди некоторых категорий населения есть вот эта конспирологическая теория, что Трамп был завербован КГБ еще в 80-е годы, еще во время своего приезда в Москву, и что на самом деле Трамп проходит под кличкой агент Краснов, вот, и что он выполняет задачу, которую ему поставили российские спецслужбы. Ну, знаете, это на самом деле конспирология – это вещь такая. Вот, в нее многие охотно верят. Вот. Но сейчас ситуация для России складывается очень положительно. Вот. И в силу того, что Соединенные Штаты, как и Россия, видят, ну, не Соединенные Штаты, скажем так, команда Трампа, как и Россия, видят главного своего врага в лице тех же глобалистов, вот, которые сегодня обосновались в Западной Европе в основном. Вот, что и Соединенные Штаты, и Россия рассматривают Европу не как субъект, вот, геополитический субъект, отказывают в субъектности Европейскому Союзу, но и рассматривают как разменную карту, по большому счету. И ситуация, которая складывается сегодня на энергетических рынках, она играет на руку и Соединенным Штатам, и России. Идет определенная игра на двоих. Единственное, что эта игра не может длиться долго. И поэтому обе стороны пытаются сегодня выжать максимум из той ситуации, которая сложилась. Долго это сколько? Вот 4 с лишним года войны. Это долго в Украине? Нет, это не 4 с лишним года войны. В данной ситуации война началась до Трампа, скажем, до прихода, до второго пришествия Трампа на свой пост. Вот. В данной ситуации речь идет о том, что еще год-два вот, может быть подобного рода идиллия вот, в отношениях. Вот, я идиллия беру в кавычки в данной ситуации слово. Это потому что Путин очень хорошо усвоил уроки Горбачева, что Западу вообще верить нельзя. Ну вот точно это так же, вот тот же точно самый... так же, как и Запад
усвоил уроки Горбачева и Рейгана, что России тоже верить нельзя в этом плане. Вот. И каждый из них сохраняет долю недоверия, каждый выступает с абсолютно прагматичными, абсолютно меркантильными и абсолютно логичными собственными интересами. На сегодняшний день эти интересы совпадают. Но это не факт, что там через год они не начнут идти вразрез. Мы сегодня обсуждали вот эту ужасную мобилизацию, но я хочу обратную сторону. Нам же как? Показали обратную сторону Луны, да, вот эта вот миссия американская. И там тоже как бы не без приключений, потому что... Так все-таки, оказывается, Луна не голограмма, а Земля круглая все-таки, да? Ну, там не факт. Подождите. Не факт, да? Не факт. Ну, потому что, Константин Петрович, во-первых, фотографии какие-то липовые, стрим какой-то кривой, вообще непонятно, как они это сфотографировали там. Ну, последние вроде как, как бы красивые, там, впечатляющие. А может, и искусственный интеллект нарисовал, никто ж не знает, понимаете? Вполне, я же не знаю. Да. Поэтому тут тоже такой момент. Странно. Никого не увидели там, представляете? Вот. Никаких баз, ничего. Так вот, я к чему? К тому, что там тоже не без приключений пришлось, как в Донецке, а потом на Троещине, ходить в туалет в пакетик, да, потому что поломался туалет у них там на станции, на корабле. Ну, как бы дело такое. Поломался и поломался. Походили. Так что все нормально. Если наша война еще закрутится куда-то, что придется ходить в пакетик, а Зеленский это активно обещает, что будут бить по водоснабжению. Зеленский еще пока не обратился к Соединенным Штатам, к НАСА с тем, что мы готовы поделиться технологиями. Нет, не обратился. Как варить в Земле туалет на орбитальной станции. Да. Так вот, он, конечно, говорит, что будут лупить, да, но если все-таки если, да, вот это произойдет, и будут опять такие гуманитарные проблемы с водоснабжением, с канализацией, будут все говорить, что мы теперь как вот эти из Артемиды, да, из миссии американской. Почему такая разница? Вот сегодняшние просто две новости для сравнения, а потом перейдем к вопросам. Вопросов очень много сегодня. Вот новость номер 1. Значит, группа «Уклонист». Мужчин регистрировали как музыкантов вымышленной группы, вывозили за границу, типа у них концерт для поддержки ВСУ. Якобы ехали с концертом, собрать деньги на ВСУ. Место в такой группе стоило $13 тысяч. Посчитали, что эта группа несуществующая, значит, 30 мужчин перевезла. Еще 16 ждали. Тут нехитрая математика, 30 на 13, еще 16 ждали. Короче, такой нормальный подъем по поводу этих денег. Вот это вот одна история. Да? А вторая история, которую нам показывают на телевидении. У нас же как, в Украине, кто не знает, все говорят, нет никаких каналов «Один марафон». Нет, каналы есть. Марафон — это как бы марафон, а отдельные каналы, они нишевые, там, по кабельным сетям, в общем... А каналы, они существуют, і проекти продовжуються. От один із таких проєктів. Я хочу повернутися на поле бою, бо хочеться з хлопцями ще подвіжувати. Дивіться, я з Донеччини. Мій дім окупований, мої друзі вбиті. Я зараз пишу трохи такий документальний твір «Селидове». То есть человек, 3-я штурмовая, Азов, значит, ни рук, ни ног, то, как принято еще с древности, хотел сказать, с Второй мировой, Великой Отечественной, да, называть самоварами. Его вытаскивают, там такая сцена, все плачут. Он говорит, я сам с Донецкой области, я там про Селидова хочу книжку написать, я хочу, говорит, на фронт вернуться. То есть, и все вот это вот показывают это все на телевидении. Проект называется «Я не забуду». Це місто, де я. І в ньому буде розповідатися, що зробила Росія і як молоде покоління заплатило за помилки дорослого покоління. Як іде хлопець без... И тут понятно, там, да, смотрите, в общем, это же каналы, там интеграция с YouTube-площадками и так далее. Значит, молодое поколение заплатило за ошибки старшего поколения. Вот
такой посыл, так сказать, он генерирует такой смысл. Воин, который без рук, без ног, хочет вернуться на поле боя, и это все вот так вот, собственно, вываливают по... Это, ну, как телевидение, ну, по телевидению украинскому, ну, СТБ канал. Как вот прокомментировать эти две вещи? Одни платят $13 тысяч, чтобы липовым барабанщиком устроиться, а другие вот это вот все их показывают по всему телевидению, слезу выбивают. Понятное дело, что в экстремальных условиях, а война относится к таковым, вот каждый человек, каждый индивидуум сам решает, каким образом он будет действовать. В ком-то включается определенная генетическая программа, и он рвется на фронт. При этом, понятное дело, под влиянием там, определенных идеологических моментов, под влиянием там, воспитания там, и там, убеждений и так далее. Кто-то попадает на фронт, потому что его мобилизовали и отправили, а кто-то считает, что ему необходимо любой ценой спастись. Любой ценой спастись, и, соответственно, это тоже его решение. И он готов платить за то, чтобы его вывезли из Украины. Он готов сидеть в схроне, условно говоря, чтобы его не нашли, дождаться окончания войны. Он готов где-то там платить деньги за то, чтобы получить какую-то бронь там, и так далее, и так далее. То есть каждый для себя решает этот вопрос. Лично. Поэтому говорить о том, что вот, условно говоря, Вася молодец, Петя, там, условно говоря, недостоин нашего внимания и достоин осуждения, ну, извините, пожалуйста, но кто мы, чтобы судить в данной ситуации? Нет, я же не людей. Нет, я не про нас с вами, я говорю в принципе, что да, каждый принимает решение, и это было в любой войне. Это было в любой войне, и, соответственно, даже когда сейчас говорят, что вот при Сталине такого не было, было и при Сталине тоже были те, кто старались откосить, там, получить определенную бронь и так далее. Так что это даже в художественной литературе сколько описано таких случаев. Кроме всего прочего, сколько когда еще живые ветераны, когда они рассказывали про действительность того времени. Ну, тут же вопрос, что транслируют тебе на голову, да? Смотрите, пропаганда работает исключительно, пропаганда создает конвейер героев. Условно говоря, вот смотрите на образцы, подражайте, вы должны быть такими же, как они. А вот смотрите, человек без рук и ног и рвется на фронт. Точно так же, как я буквально пару месяцев назад где-то попалась мне на глаза какая-то передача, где девушка, молодая женщина, которая рассказывает, я родила ребенку уже пару месяцев, я его сейчас оставлю родителям, а сама иду на фронт. Так это тоже да. СТБшные, да. Смотрите. Да, и такие моменты, это как раз это мотивирующие программы. Мотивирующие к чему? Мотивирующие к тому, чтобы люди подражали именно этим примерам. Возвращались безрученик, безноженик? А это уже никого не волнует. Поймите, тут же понимаете, в чем дело. Пока заряд этот есть, мы все прекрасно... И нормальный человек, он не может этими вещами вдохновляться и мотивироваться. Потому что... Постойте. Потому что пока это сейчас есть... А завтра условно приедет Витков с Кушнером, Зеленского закроют в кабинете и скажут все, а выйдут уже с подписанной капитуляцией, поменяется все 180 градусов, а этому молодому хлопцу, безрученик, безноженик, дальше ползать, понимаете? Без внимания, без этой книги, без телевидения. Единственное, что без социальных выплат, которые закончатся сразу, когда закончится война. Без всего этого, потому что на самом деле, я еще раз говорю то, о чем я говорил буквально минут 15 назад, что политики не несут ответственности, политики не думают о каждом конкретном человеке, который потерял руки, ноги, кормильца, который потерял жизнь или еще что-либо. Для них это статистика. Для них есть процесс, большой процесс, в котором эти люди являются винтиками-шпунтиками. А не конкретным человеком,
с конкретным именем и фамилией. И плюс, конечно, какие-то, ну, просто идиотские люди. Вот они вот говорят, вот, там, 95 дизель, или там цены попрут. А сейчас, если, например, заваруха, большая заваруха, так еще попрут. Там все Жириновского вспоминают с прогнозом, что это все начнется, там вот это все, и будет, те перекроют один пролив, те другой, ядерка от Израиля, те бьют куда хотят, в общем, начинается заваруха, большая заваруха, нефть по 400. Хоть один человек вышел на какой-нибудь плюс-минус нормальный, там, хорошо не телевизионный канал, да, хорошо не там, а просто какой-то эксперт и сказал, ребята, если это случится, в Украине вашими выплатами по инвалидности, вот таким вот безрученик-безноженик, можно будет буханку хлеба купить, может 2 в этот месяц, понимаете? А никто об этом не говорит. Все говорят, на ура, ничего страшного, мы победим, у нас есть ебачок, 1500 гривен, вот сейчас начали выплачивать пенсионерам, там вот этим, ну, по 1500 от Зеленского. То была зимняя 1000, сейчас, я так понимаю, весенние 1500, понимаете? И ничего страшного, протянем. Никто, нет понимания, и поэтому есть только вот это вот эмоции, вот это вот и все. Как к историку вам вопрос? Без этого вопроса не могу вас отпустить и передать под вопросы наших зрителей. Собчак с Натальей Поклонской провела интервью. Ну, интересно они там и с точки зрения филологически поговорили. Я в шуме вчера показывал, там она забыла уже, Поклонская, что полуниця – это клубника, а попельниця – это пепельничка, да, то есть, ну, вот это вот. Ну, бывает такое, ничего страшного. Но там был другой эпизод об учебниках истории. Что вы думаете про новые учебники истории в школе? Я их не читала. Вы вот как относитесь к тому, что эти учебники истории, где сегодня уже описано СВО в Украине, очень многие пишут про некие неточности, именно исторические, там описывается захват, например, каких-то земель, которые еще, честно говоря, не захвачены, и так далее, и тому подобное. Вот что вы об этом думаете? То есть героизация даже уже современных каких-то событий, которые происходят здесь и сейчас, ну вот с целью такого, так сказать, видимо, патриотического подъема. Ну, именно с этой целью так и... Ну, это правильно, эта цель оправдывает некоторое, скажем так, допустим, преувеличение или неточность исторических фактов. Ну, конечно, оправдывают, если их издают, если их направляют и по ним учатся дети. Государственная политика всегда нацелена на то, чтобы оправдывать свои национальные интересы, и те же учебники по истории будут издаваться в интересах своей страны, ну не чужой. Ваша дочь, вы хотите, чтобы она так узнавала историю по этим учебникам? Ну, какие есть в государстве учебники по этим учебникам, и будет узнавать она историю, потому что с этим ничего не поделаешь, есть государственная политика. Вот. С одной стороны, ну как же, образ няш-мяш, прокурор Крыма, был период, она вообще одна была в Крыму за старшую. Ну вот это, никого не было, вот это все. Все разбежались, зеленые человечки и она. Потом ее там долго там послами, в общем, по должностям, потом она была жутко православная, потом переделалась в родную веру, то есть, ну, это как бы... И она вроде как, смотрите, ха-ха-ха, напишет какой-нибудь неумный зритель, которых у нас есть, конечно, разные, и мы всем рады, но в основном у нас другие зрители. Но она поднимает очень-очень важный вопрос. Собчак говорит, а что там у нас в учебниках в российских по СВО пишут о том, чего еще не захватили, чего еще не присоединили, героизируют, исторические факты путают. А ей Поклонская отвечает, что это государственная политика. А вот твоя дочь будет. Так моя дочь тоже будет. Государство издает учебник истории, направленный под государственную политику. У меня сразу после этого фрагмента главный вопрос. Так а что не так Украина делает? Что хотят в истории, то и пишут. Это же государственная политика. Конечно. Каждое государство определяет свою государственную политику относительно прошлого. Это видение государства. Государство оплачивает работу авторов учебников. Государство задает идеологическую рамку. Государство дает, государству необходимо некое видение прошлого, которое бы обосновывало деятельность государства в настоящем и будущем. И поэтому каждое государство может трактовать по-разному те или иные события. И это касается не только, например, того, что по одному событие трактуется в российской истории, по-другому в украинской. Точно так же украинскую историю возьмите, польскую историю, украинскую, венгерскую историю, да даже украинскую, молдавскую историю возьмите.
Вот. Есть очень много моментов, которые расходятся, в которых расходятся оценки и даже трактовка событий, и даже описание событий расходятся. Вот. Я уже неоднократно говорил, что на самом деле история является набором фактов, а историк выстраивает из этих фактов концепцию. Факты служат в первую очередь факты используются не для того, чтобы там вбить в голову человеку, что в 1113 году умер Владимир Мономах. Вот. А в 1147 году его сын Юрий Долгорукий там, значит, впервые пригласил на пир князя Святослава, и впервые упомянута Москва. Или там еще что-либо. Там в 1654 году была Переяславская рада. Нет. Задача историка – создать концепцию. Академик Покровский в свое время, я очень часто это цитирую эти слова, да не только я, но вот академик Покровский еще в 20-е годы написал, что история – это политика, обращенная в прошлое. И таковой она остается до сих пор. Но тут же возникает прямое противоречие, Константин Петрович. Почему? Ну, мне так говорили, это, по-моему, в университете мне говорили преподаватели, что... Или нет, или в старших классах школы, наверное. Да, наверное, в старших классах школы преподаватели говорили о том, что, смотрите, то есть математика самое важное, потому что это логика, вычисления, там поехали алгебра, геометрика. То есть ты можешь не быть, не поступать куда-то, где там нужна будет высшая математика, то есть не идти по этой стезе. Но математика основа основ, ну как бы ты знаешь математику, не знаешь, в обычной жизни тебе пригодится калькулятор, в принципе, тебе достаточно. То есть, но если ты не знаешь историю, то ты глупец. Понятное дело, что каждый обязан знать прошлое. Так вот, какое? В общих чертах. Не, в общих чертах. А вот каким оно было, это прошлое, это уже задают тон государства. И причем, вы посмотрите, что со сменой... А какое государство? Я же вас об этом и пытаюсь спросить. Смотрите, сколько Украин было сейчас с 91 года до 2022? А сколько России было с 91 года до... 2 года назад я выступал с одним докладом, которым там на конференции, где как раз рассказывал о том, как трансформировалось видение истории, подходы к истории в Украине при каждом из президентов Украины. Смены президентов, смены руководства страны приводили к тому, что у нас кардинально менялось отношение к нашему прошлому. И был абсолютно разный заказ относительно этого прошлого, относительно видения этого прошлого. Так, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса. Трамп угрожает уничтожением цивилизации этой ночью. А что на самом деле? 8% ядерка, и мир слетит с катушек. 12% отключит телефон и поедет в гольф-клуб. 28% мощный будет какой-то удар, он все-таки будет. После этого все затянется очень надолго. Ну и 52%, слушайте, больше половины считают, что даст заднюю, а потом оправдается, что будет победой. Но ждать осталось недолго. Ну, слушайте. Ждем? Да. С тревогой, но все-таки ждем. Да, отлично. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что... в общем, оставляйте свои вопросы, переходим к ним. Значит, вот такие вопросы у нас сегодня есть. Начнем с клуба зрителей «Шелеста». Василина. Уважаемый Константин Петрович, как вы считаете, положа руку на сердце, ВСУ фактически частная военная компания на подряде других государств, а не государственная институция Украины? Интересы украинского народа она уже не отстаивает. Их финансирование почти уже совсем и полностью обеспечивается из внешних источников. К тому же Зеленский реально сдает в аренду или продает военных в другие государства. И какие, по-вашему, могут быть отдаленные последствия перехода ВСУ в формат ЧВК? Смотрите, давайте говорить о том, что Украина как государство само себя уже не может содержать и полностью находится на содержании других государств. Это главный момент. И институты, такие как армия, тоже пользуются именно внешними
вливаниями. В данной ситуации я бы еще не говорил о частной военной кампании, хотя большое количество частных военных кампаний будут после окончания войны, они уже начинают формироваться, уже сейчас украинцы принимают участие в тех или иных военных кампаниях в Африке, теперь на Ближнем Востоке и так далее. Но в дальнейшем Украина будет одним из основных экспортеров живой силы. Так, у нас новости. Американские бомбардировщики Б-52 вылетели в сторону Ирана с базы в Великобритании. Сообщается, что примерно через 6 часов они выйдут на позиции для ударов. Подчеркивается, что вполне вероятно могут нести ядерное оружие. Ну, как имеется в виду, могут. Не факт, что там ядерное оружие могут, но Б-52, серьезный бомбардировщик, в общем, полетели. Полетели бомбить Иран, судя по всему. Поэтому что-то таки, возможно, сегодня ночью и будет. Это правда. Сообщество YouTube, друзья, спасибо большое, что много вопросов. Я всех приглашаю к Константину Петровичу. Он берет, собственно, тоже делает подобную рубрику, поэтому отвечает на ваши вопросы. Поехали. Добрый вечер. Воспринимает ли Трамп Зеленского как угрозу и источником своих бед в Европе? Трамп эгоистический, злопамятный человек. Может взять, учудить вертолет с десантом в Киев отправить, как говорится, по всей строгости американского закона. Трамп воспринимает Зеленского как часть вот этого антитрамповской коалиции. Я уже постоянно об этом говорю. Вот Зеленский сам по себе Трампу не интересен. Но Зеленский является даже не олицетворением, а просто символом определенных сил, которые плетут определенные козни против Трампа. Вот. И поэтому у Трампа есть определенное отношение к Зеленскому, которое как раз и определяется тем, что он понимает, в Европе собрались его недоброжелатели, которые вот на первый план выставляют Зеленского, чтобы Зеленский там дерзил Трампу, вот, и всячески провоцировал его на те или иные действия. Да, тут пишут в чате трансляции. Орешник готов, 2 ракеты сегодня сообщают, нацелились на Украину. Тут Я читал об этом тоже, но... Да. Б-52 летят. Нормально, хороший мир, спокойствие, благоденствие. Павел задает вопрос. Константин, добрый вечер. Как с исторической точки зрения вы понимаете войну России и Украины? Если назвать ее гражданской, то что движет противоречиями? Идеология, классовость? Или это просто все огромный разводняк? Я сегодня уже говорил о том, что я вижу, что это война между Россией и Западом, в которой Украине Запад уготовил роль триггера и определенного провокатора ситуации. И в данном плане как раз вопрос к Западу, который использует Украину по принципу тот ресурс, которого не жалко. Угу. Добрый вечер. Почему народ хейтит только банды людоловов на улицах, но все молчат про врачей, которые всех кривых, хромых, косых признают годными к службе? Эти люди отправили на верную смерть людей уже больше, чем врачи Менгеля или отряда 731. Но, смотрите, дело в том, что врачи в основном находятся в помещении, вот, они не ходят по улицам, вот, их не так заметно, а вот именно вот эти людоловы, именно представители ТЦК, они попадают в объективы камер, они на виду, и поэтому как раз им достается больше всех. Но я думаю, что после войны будут одинаково спрашивать и одинаково преследовать как тех, которые ловили, так и тех, которые отправляли со штампом «Годен» людей на войну. Александр Константин Петрович, как вы думаете, Украина дождется, когда по единому марафону будут «Лебединое озеро» показывать? Алексей интересуется. Ну, видите, я думаю, что поскольку Петр Ильич Чайковский у нас запрещен, то найдут другой какой-то балет. Вот, в Украине было очень много хороших композиторов. Вот, так что я думаю, что балет найдут какой показать. А станцуют дождемся. веревки, имени веревки.
Обязательно. Значит, здравствуйте, Александр и Кость. Вопрос. Трампа считают идиотом-маразматиком, но согласно логике, все правители — это просто говорящие головы. Так значит, все, что сейчас происходит, срежиссировано кем-то? Ну, я бы не стал говорить о том, что там все срежиссировано, потому что некоторые правители, некоторые лидеры, они настолько волюнтаристски и настолько могут прогнуть свое окружение под свою волю, вот, что там и режиссеров не надо. Вопрос не о политике. Смотрит ли Кость Бондаренко футбол, если да, то за кого болеет? Не смотрю. Вот. Есть такой у меня грех. Я уже когда-то говорил, что я единственный раз был на футбольном матче. Вот, это было в сентябре 1986 года в Черновцах, когда играла Буковина, Черновицкая Буковина с Каменец-Подольским Цементиком. Ну, сегодня, кстати, такое событие важное. Что объединило украинские и российские соцсети? Смерть Мирчи Лучаску. Ему стало плохо, его забрали, сегодня он умер в возрасте 80 лет. И украинские, и российские паблики написали. Украинские, понятно, что это Шахтер Донецк, да? Тренер бывший Шахтера Донецка, российские, что это Зенита Петербургского. Поэтому вот такая вот сегодняшняя утрата. Значит, почему ВСУ не проявляют инициативы по набору солдат внутри себя? Ведь можно ездить по блокпостам, агитировать сотрудников ТЦК вступать в свой батальон. Спасибо за эфир. Ну, видите ли, есть и своя внутренняя корпоративная этика, назовем это так, а также определенные установки, вот, которые даются. Знаете, когда-то мне задали вопрос, а почему свидетели Иеговы никогда не агитируют свои В храмах. ряды, например, мормонов или там представителей других сект? Вот. Ну, точно та же ситуация. Да. Значит, вопрос. Политологи в Казахстане считают, что после Украины Центральная Азия — следующее событие для атаки Российской Федерации. Насколько это реально, по вашему мнению? Я знаю, это я читаю иногда телеграм-каналы казахстанских политологов, экспертов, и некоторые действительно там бьют тревогу и говорят, что вот скоро придет Россия и захватит Казахстан. Но мне кажется, что президент Касым-Жомарт Токаев проводит очень взвешенную политику, очень такую, балансирует, можно сказать, и он не будет повторять точно тех ошибок, которые демонстрировала наша постмайданная элита по отношению к соседам. Через несколько дней, Великую Субботу, мир будет следить за трансляцией схождения благодатного огня, и сейчас всплывает много манипуляций на эту тему. Вы, как историк и православный, исследовали ли эту тему и можете дать внятный ответ колеблющимся? Есть он или нет его огонь благодатный? В данной ситуации я подхожу к этому вопросу не как историк, а как верующий. Поэтому есть один из символов, есть чудо благодатного огня. И я думаю, что это тот момент, в котором вряд ли стоит историкам лезть и говорить, да нет, все не так просто, да там просто заходит человек с зажигалкой, все зажигает, и на самом деле все так. Вот. Нет. Есть определенные сферы, которые, я думаю, что давайте просто относиться по принципу именно уважения к вере, с уважением к традициям. Людмила, здравствуйте. Людмила, здравствуйте. Константин, Александр, каково ваше субъективное мнение? Китай и Россия помогают Ирану или нет? Я думаю, что если помощь идет, то, соответственно, она не является публичной, очевидной и открытой. Но и у Ирана, и у России, и у Китая есть договорные отношения, есть определенная система отношений. И я думаю, что в рамках этих отношений идет диалог, который точно не должен вредить тем же Китаю и России в этих условиях, но который должен в той или иной степени помогать Ирану.
Думаю, что этот диалог и существует. Мгм. Официально Россия просто обращается к формуле, что у нас стратегическое партнерство с Ираном, но Иран не обращался к нам за поддержкой. Константин Петрович, издавна на Руси правителям давали различные прозвища. Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Мстислав Удалой, Василий Косой. Какое прозвище дадут потомки с Владимиру Криворожскому? Вы знаете, потомки как раз дают. Вот, потому что Ярослав стал мудрым только в XVIII веке. Вот, современники именно. Хорошо То есть, звучит, да. да, Ярослав Владимирович, князь, вот, получил прозвище «Мудрый» только в XVIII веке. Точно так же, как и остальные князья, там, получали прозвище значительно позже. Большинство из них. Большинство. А вот что касается современников, они могли давать другие прозвища. Например, тот же Ярослав Мудрый, современники, например, в тех же сагах, скандинавских сагах, вспоминают о нем как о Ярицлаве Скупом. Ой, как интересно. Свежая новость. Премьер Пакистана просит Трампа продлить дедлайн для переговоров на 2 недели. Он также призывает Иран открыть Ормузский пролив на этот период в качестве жеста доброй воли. Вот и жесты доброй воли, так сказать, подкатили, как вы понимаете. Ну вот, так что это посмотрим, прислушиваются ли к голосу посредника. А люди выходят в Тегеране на площади. Слушайте. Прям митинг у них, митинг-концерт. Празднуют бомбардировку будущую. Ну и полетела по Израилю сейчас. Это из таких новостей. Собственно. Так, Анна спрашивает, Константин Петрович, если намекнуть Зеленскому, что на восстановлении со строительством можно нехило заработать, он может сменить трек с войны на созидание или до конца обречен быть президентом войны и не сможет сменить имидж на более позитивный? Вроде это неплохой был бы выход для него, разве не так? Дело в том, что Зеленский мыслит не только категориями денег, не только категориями заработка. Вот, давайте не будем его примитивизировать. Дело в том, что он выстроил сегодня такую систему управления, которая полностью базируется на войне, которая заинтересована в продолжении войны. Сегодня Зеленский полностью опирается на вертикаль, которая без войны, без военных заказов, без военных вот этих потоков всех, она попросту развалится. Вот, и Зеленский останется без поддержки. Поэтому ему война нужна как воздух. Игорь интересуется. Добрый вечер. Вопрос простой. Почему современная политика превратилась в шапито? Или так было всегда? Неужели такое безумие и клоунада были даже во время Второй мировой? Или можно второй вопрос. Что думаете об аналитике Дмитрия Корнейчука? Иногда смотришь его выпуски, он то во многом прав. В плане того, что политики все устраивают цирк, ведь все со всеми договариваются, это все пыль для бедных, и мы в 21 столетии или везде правят интересы и капиталы. Поэтому весь мир в труху, это никому не нужно. Так набивают бюджеты своих кошельков. Спасибо. Вы знаете, вот на протяжении последних 10 лет появилось такое, активно используется такое выражение, как метамодерн. Вот, это уже следующее после постмодерна, в котором абсолютно логика, здравый смысл и прочие моменты отходят на второй план. В первую очередь на первый план выходят эмоции, выходят там какие-то чувства, ощущения и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и, соответственно, вся политика мировая сегодня именно направлена не на модернизацию, на модернистское восприятие мира, а вот именно на вот этот постмодерн. Хайп, вот, какие-то кривляния, какие-то ничего не значащие заявления. Вот. А за этим всем, за этой оболочкой, вот, очень жесткая политика не государственных, а надгосударственных или транснациональных структур, которые реально выходят заказчиками политических
процессов реальными заказчиками. Вот. Так что это тенденция, которая сегодня наблюдается во всем мире. Сегодня фактически в мире происходит противостояние между метамодерном и модерном в классическом понимании. Ну, это надо целую лекцию читать, я не буду на этом зацикливаться. А что касается Дмитрия Корнейчука, отношусь к нему с очень большим уважением, это искренне. Дмитрий Корнейчук пережил очень серьезные проблемы. Вот, его арестовывали, его содержали под стражей и так далее, причем ни за что называется. Просто потому, что у него есть свое мнение. Он не был, там, скажем, врагом системы, не был врагом Зеленского и прочее. Он просто с присущим ему чувством юмора вот, шутил над политическим процессом, политическими фигурами. За что ему впаяли статью, и слава богу, что закончилось так, как закончилось. Суды вроде идут еще там вроде как. Я понимаю, да, но что он не в тюрьме. Я имею в виду, что не в тюрьме, это важно. Но поэтому я многие моменты вот смотрю, ну просто хотел сказать, что все-таки отношусь и с пониманием, и с уважением, так скажем. Так, смотрите, тут приходят новости, что началась массированная ракетная атака Ирана по Катару, Эмиратам, Бахрейну и Кувейту. То есть закручивается, становится веселее, а самолеты летят, будут всех бомбить. В общем, посмотрим, куда прилетят, что будет дальше. В общем, ночка ожидается веселая, историческая. Правда, вот говорят, вот это вот сейчас разгоняют всякие там, что Ванга предсказала, что 12 числа состоится там конец света, переход от одного до... Как нам вообще эфир на следующую среду планировать, Константин Петрович? Вы понимаете? Вы знаете, мне кажется, что Ванга после своей смерти дала больше предсказаний, чем при своей жизни. Ой, чат-трансляция. Константин Петрович, смогут ли курды на территории своих стран Иран, Ирак, Сирия, Турция создать Курдистан? Иранцы не захотят после этой войны переименовывать свою страну снова в Персию. Вы знаете, что относительно Курдистана уже столько было попыток создания Курдистана, хотя бы на одной части. Были попытки на части Ирака там, сформировать Курдистан, были попытки сепаратистских действий на территории Турции и так далее. Вот, любой сепаратизм только тогда имеет под собой определенную основу, когда существует внешний заказ, когда существует внешняя поддержка. В данной ситуации, если завтра вдруг будет консенсус сильных мира сего относительно того, что давайте сделаем независимый Курдистан, то он появится. Но пока что этого консенсуса нет. Вот. А что касается переименования, там, в свое время уже Персию переименовывали в Иран. Иран сейчас поднимает вопрос о том, чтобы переименовать в Персию. Но вспоминается как раз герой Томмазо ди Лампедуза, Роман Гепард, старый аристократ, который говорит, для того, чтобы ничего не менять, надо поменять флаг. Да, каким президентом был бы Буданов, спрашивает у вас, Константин Петрович, пользователь. Первых 100 дней ему бы все аплодировали, брали бы интервью, он бы перерезал ленточки, формировал команду. Через 100 дней его бы обливали бы помоями и грязью больше, чем любого другого из наших президентов. Это традиция, это украинская традиция. И это касается не только Буданова, это касается и Залужного, это касается и кого угодно. Понимаете, Разумкова, Юлию Тимошенко, еще кого-то там, кого там, например, изберут президентом. Вот у всех одна и та же судьба. Вопрос от Лары. Какая партия на Украине сможет перехватить управление для урегулирования отношений с Россией? Эта партия еще не создана. Ее специально создадут под это. Так. Тут... Так, а вы, пишет пользователь, профессиональные историки, имеете доступ к правде или нет? Вы в разговоре с русским, польским, венгерским историком приходите к единому мнению? Получается, есть первоисточник, который каждый трактует как хочет.
Вы знаете, я просто скажу, приведу пример. В конце 90-х годов Леонид Кучма и Александр Квасневский договорились. Есть у нас огромное количество спорных вопросов между украинцами и поляками. Вот. Давайте не будем их политизировать, а передадим все это на рассмотрение историков, профессиональных историков. И вот профессиональные историки, я тогда действительно занимался профессионально-исторической наукой, входил тоже в состав вот этих рабочих групп. Мы тогда с моим польским коллегой Гжегожем Матыкой, я помню, на одной из конференций в Луцке, мы разрабатывали даже темы, которые касались сложных вопросов Второй мировой войны. Представители польской стороны, представители украинской стороны закрывались отдельно, сидели, спорили, каждый свои аргументы приводил, потом писали совместный документ, совместное видение, под ним ставили свои подписи, и, соответственно, это все отправлялось в комиссию Кучмы-Квасневского. И таких было, если я не ошибаюсь, то ли 10, то ли 11 томов было издано уже даже. Но после этого золотые времена Кучмы и Квасневского отошли в прошлое. Украина и Польша в то время имели общий интерес для сближения. Они фактически формировали общий транзитный коридор, через который шли и товары, и шли и нефть, и газ, и все с востока на запад, с запада на восток. И Польша и Украина совместно зарабатывали тогда на этом транзите. Поэтому они были так близки. А Польша выступала нашим адвокатом. А потом пришли совсем другие времена. Транзит закончился, Украина поссорилась с Россией, Польша поссорилась с западными европейскими государствами, и на первый план вышли противоречия. Все то, о чем говорили историки, ушло на задний план, это забыто, отправлено в архив, а политики снова начали муссировать все те же темы, в которых историки поставили якобы точки. Потому что политикам всегда хочется достать исторический какой-то материал и с максимальной провокативностью использовать его в митинговых, политических и прочих целях. По поводу Польши, кстати, очень такой интересный вопрос прислали. Вообще, я очень благодарен. Вам тоже, Константин Петрович, шлют вопросы на почту. Вот давайте 2 вопросами ограничимся, но они прям объемные, но очень интересные. По поводу Польши. Значит, добрый день. Хочу придать огласке факт противоправных действий со стороны Генерального консульства Украины во Вроцлаве и сотрудников польской полиции. С 2022 года мы с мужем, 2 детьми проживаем в городе Олесница. С начала этого года начали поступать звонки из консульства с требованием обновить данные мужа. Это показалось нам подозрительным, потому что звонили почти каждый день. Учитывая количество украинских беженцев в Польше, даже трудно представить, сколько сотрудников задействовано для таких звонков. Кроме того, наши друзья из соседнего воеводства рассказали, что их также беспокоят из консульства. Мне не понравилась такая настойчивость. Я попросила мужа не обновлять свои данные. Дальше больше. Вечером 25 марта к нам в дверь позвонила польская полиция. Я открыла. Сотрудники попросили позвать мужа. К счастью, я была одна дома, потому что затем они попросили передать, что мужа вызывают в консульство. С каких пор для обновления данных полиция ходит по домам? Даже не хочу представить, что было бы, если бы дверь открыл муж. После этого мы решили, что ему некоторое время надо уехать из города. К счастью, у нас есть такая возможность. Ситуация пугающая. Совсем недавно я переживала за подругу, которая не смогла вывести мужа из Украины. И уже несколько лет он вынужден скрываться, а она обеспечивает семью. И теперь подобное происходит в моей семье, в Польше. Мы спокойно живем, работаем, платим налоги в Польше, сталкиваемся с таким давлением. Мы спасались не для того, чтобы нас сейчас полиция Польши оказывала давление и ограничивала нас в правах. Почему я должна скрывать своего мужа? Совершенно непонятно, на каких основаниях польская полиция ходит по домам и содействует украинскому консульству. Надеюсь, что до депортации дело не дойдет, ведь несвоевременное обновление данных не является же преступлением. Скажем так, есть целый ряд государств, у которых между этими государствами и Украиной существуют гласные, негласные, в большинстве негласные договоренности относительно сотрудничества
Польша относится к таким государствам. Большой уже, ну скажем, не единичный случай, когда украинцы, которые находились на территории Польши, передавались украинской стороне без процедуры депортации. Этому лучше, как береженого Бог бережет, Да, получается. именно. И второй вопрос, тут такой исключительно исторический. Ну, пока тут все тут Б-52 летят, вот это все. Орешники целятся, Кувейт Иран атакует вместе с Эмиратами, по Израилю летит, сейчас полетит по Ирану. Ой, вот такой вопрос от Екатерины. Здравствуйте. Передаю привет с юга Дальнего Востока. Задать вопрос онлайн не могу, потому что когда эфир, у меня уже ночь. Немного о себе. Я частно практикующий юрист российский. Родилась и всю свою жизнь живу на Дальнем Востоке. Хотя по материнской линии все с центральной и западной Украины переехали в Приморье, крупно, добровольно, в начале 20 века. Мой прадед ушел на Первую мировую войну по мобилизации уже с Приморского края, станица Успенская, Подгорная, и вернулся туда же. В итоге в 1938 году был расстрелян за участие в украинском дальневосточном движении. Согласно конца 19 века, переписи конца 19 века на территории края было 80% украинского населения. В 1905 году на территории края функционировали рады. На территории края народ в основной своей массе разговаривал на мове. Моя прабабка до самой своей смерти в 70-х говорила только по-украински. И так далее. И вот ряд вопросов вам набрасывают. Почему советская власть русифицировала украинское население Приморья, записав их русскими? При этом до 1953 года в Приморье было 3 украинскоязычных школы, и в более поздние уже годы отправляла проходить срочную службу в основном жителей Западной Украины, в основном жителей Винницкой и Хмельницкой областей. Тут Дудкина вспоминают, передают как пример. Долгое время проходил службу на Тихоокеанском флоте в Приморье, и сейчас привело к этой страшной ситуации. Когда там внук условной бабушки из Винницы, в общем, действующий контрактник вооруженных сил Украины против хорошего соседа бабушки воюет, получается. Значит, смысл вопроса, с какой целью все это делалось советской властью, сначала русифицировали, а потом как бы украинизировали. Если, по мнению Константина Петровича, у того же Приморья шансы стать когда-то автономией, я уже не говорю о возвращении УНДР или, как на крайний случай, ДВР, хотя по случаю ДВР никакого отношения к Приморью не имеет. Что вы можете сказать про Украинскую Народную Дальневосточную Республику, если что-то знаете, и почему сегодняшняя украинская власть считает частью Украины Белгород, Брянск, Кубань, Ростов, Курск, но при этом не считает частью Украины Хабаровск, Амурскую область и Приморский край? Заранее спасибо вам за ответы на мои вопросы. Да, действительно, с конца XIX века была действительно очень серьезная колонизация Приморья, и ехали туда в несколько этапов, несколько волн, даже еще до Столыпинского переселения ехало много представителей именно из Украины. Вот. Там были земли. Вот, там земли давали столько, сколько хочешь, как считалось. Вот, туда переселялись. А в Украине был вопрос с земельными наделами, с земельными ресурсами. Так что там, если посмотреть, большое количество до сих пор людей с украинскими фамилиями, там до сих пор там до сих пор много населенных пунктов с украинскими названиями. Да, действительно, была попытка во время революционных событий создать Дальневосточную Украинскую Народную Республику. Были такие попытки, однако там было большое количество и других претендентов на создание той или иной формы государственности. Вот. И, соответственно, украинцы, которые не только принимали участие там в украинском движении, но и многие там влились украинцы в белогвардейские формирования там, и так далее. После установления советской власти очень многие перебрались в Харбин.
Вот в 30-е годы в Харбине существовала украинская колония, которая насчитывала больше, больше по количеству была больше, чем русская колония. Вот, причем так серьезно. Я когда-то даже держал в руках журнал под названием «Звідомлення з української колонії в Маньчжу-Діго». Так называлось тогда государство Маньчжу-Аго или Маньчжу-Діго, вот, которые выходили в Харбине, вот эти зведомления. Вот, и вообще в Харбине сейчас очень много захоронений и украинцев, и русских. Украинское посольство в последнее время, украинское посольство в Китае занималось как раз этими захоронениями. А что касается русификации, там скорее шла речь не столько о тотальной принудительной русификации, как раз, сколько о постепенной русификации, которая проходила в силу того, что эта территория была оторвана от Украины. Вот, и там минимально была связана с Украиной, поэтому русификация шла своей чередой. Каждое новое поколение, значит, в каждом новом поколении оставалось меньше тех связей и всего того, что связывало с Украиной. Кстати, если позволите, еще одну минуту заберу. В 1932 году такой был деятель организации украинских националистов Колосовский, который написал для Коновальца, лидера организации украинских националистов, специальный меморандум, вот, который был направлен потом правительству Японии. Вот, там он говорил о том, что очень много украинцев сейчас проживает на территории Дальнего Востока. Причем так, от Чукотки и вплоть до Приморья. Вот, и предлагал создать Украинскую Дальневосточную Республику, новую Украинскую Дальневосточную Республику, вот, под протекторатом Японии, вот, которая делилась, там, кажется, на 6 или на 7 зон. Ёлки-палки, опять под протекторатом. Да, ну, соответственно, да, под протекторатом Японии. И при этом обещали вот, украинские националисты, что они проведут пропагандистскую деятельность в армии Блюхера, вот на Дальнем Востоке, которой тоже было очень много украинцев тогда служило. Вот. Но японцы почему-то оставили это без внимания. Почему? Не знаю. Почему? Странно, да. Почему? Да, друзья, ну что, мы в шаге от апокалипсиса. Спасибо большое, что прелюдию апокалипсиса вы пережили с вами вместе в прямом эфире. Постарались насытить наш сегодняшний разговор темами, которые могут быть актуальны и после ядерного апокалипсиса. Макрон завтра утром собирает Совет Безопасности, все перепуганы. Там есть такой Крозетта из обороны, из Италии, говорит, что елки-палки, Хиросима, Нагасаки ничему не научила. Я даже боюсь произносить это вслух. Израильский источник пишет, что в последние минуты продолжаются переговоры об отсрочке атак на иранские электростанции. Шансы на успех переговоров невелики. В общем, нагнетают, истерят, все как положено. Действительно начинается удар Иран начинает бить массированно правильно, начинает бить, потому что там же будут бомбить его. Да, как бомбить и бить. В общем, надо отбомбиться, а потом уже переживать этот удар. Короче, начинается. Всем большое спасибо за то, что с холодной головой, с трезвым рассудком встречаете все эти события, и подписывайтесь и следите за нашими разговорами. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Да, до свидания. Спасибо за внимание. Друзья, берегите себя. Я уверен, что, несмотря на все предсказания Ванги, мы через неделю, в среду, обязательно встретимся в прямом эфире. Ну, а вы, если не уверены, тогда проверьте. Добра и света. И всех еще раз с Благовещением. Все-таки, возможно, хоть и в самом конце суток может прийти благая весть, что отменяется все это безумие. Увидимся.